Многим очень нравится платье фламенко. Привет, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о самом главном аутентичном празднике Малаги – это ферия. Как проходит ферия? В чем ее особенность? Чем ферия Малаги отличается от других городов? И почему цвет фуксия – это цвет ферии Малаги? Ну что, поехали! Хочу начать, как вообще образовалась ферия в Малаге, с чем она связана. Сегодня, 19 августа, когда я снимаю видео, это самый главный день Малаги. В этот день католические корабли Изабель и Фернандо, они освободили Малагу от арабов. И именно этот день послужил основанием ферии в Малаге. В 1487 году Малагу освободили, но первая ферия прошла в 1491 году. Представьте, сколько лет, больше 5 веков, я уже даже не знаю сейчас, если посчитать, сколько лет этой ферии. И вначале, конечно же, людям больше нечего было праздновать. Сейчас огромное количество праздников в Испании, но ферия – это самый главный праздник в Андалусии. И, наверное, самый яркий. То есть ни в одной провинции я не видела ничего подобного. Если вы были, может быть, на севере Испании, может, в других провинциях, расскажите, если вам нравятся какие-нибудь другие праздники, мне будет очень интересно. Но для меня самый красочный, самый красивый праздник – это ферия именно в Андалусии. Неважно, это Малага, Севилья, не знаю, Херес де ла Фронтера или другие праздники, здесь очень-очень красиво. И сейчас я расскажу, с чем ферия ассоциируется в Испании. Самое главное, именно чем отличается Малаги. В Малаге есть два типа ферий. Есть дневная ферия, вот она проходит прямо в центре города, это Кая Лариос, и вообще по всему историческому центру, где проходят танцы, концерты, музыка, но это только в дневное время. Вот сейчас в этом году всего лишь до 6 часов вечера. И вторая часть ферии называется ночная ферия, и она проходит в Кортихо де ла Торре. Кортихо де ла Торре находится, в принципе, можно сказать, почти в моем районе, называют район Театинос, студенческий район, но немножко внизу. Там громаднейшее пространство. Что такое кассеты? И как это проходит вообще? Кассеты – это такие, можно сказать, шатры. Только, допустим, чем отличается? Если в Севилье эти шатры, они полностью делают из ткани, то есть сооружают, то в Малаге эти шатры имеют реальные стены. То есть они круглый год, это пространство занято. Стоят стены, то есть есть небольшие помещения, и только сверху уже, когда происходит ферия, раз в год всего лишь, в августе, накрывают куполом, также украшают, красят, все очень красочно. И причем то, что именно кассеты в Малаге, они все абсолютно бесплатные. То есть в любую кассету вы можете зайти, в отличие от Севильи. В Севилье почти все, там всего лишь парочку, 2-3 кассеты, которые для всей публики. Все остальные, они платные. В этой кассете даже стулья и столы традиционные. Видите, такие красивые, раскрашенные. Красные и зеленые. И как вообще любят севильянцы, их любимое, наверное, слово «enchufe», то есть связи. Если у вас нет приглашения в эту кассету, вы в нее не зайдете. То есть вы на входе, да, можете что-то услышать, посмотреть, но это совсем другое. Я считаю, что Малага город очень космополитичный, а Севилья, он такой традиционный, да. Там все одеваются в платье фламенко, там все мужчины, не знаю, в платках, в пиджаках, все очень красивые. То есть нет такого, как в Малаге, что часть людей в пляжных костюмах, кто-то не наряжается, достаточно одеть цветок на голову и все. Нет, в Севилье большинство, мне кажется, 90% наряжаются. Просто это их традиции, они к этому привыкли, они просто по-другому не могут. Их еще называют пижоны Испании. Почему так? Потому что они всегда любят красиво одеться. Что на ферии, что на Семану Санту, вообще в любой день, на каблуках и при параде. Это севильянцы. Я даже уже снимала видео, если вы смотрели, чем отличается Малага и Севилья и почему они все время спорят и ненавидят друг друга. Так что посмотрите, если вы не видели. Чем отличается дневная часть ферии Малаги от ночной? Потому что дневная часть обычно длится до 6 вечера, именно в этом году, раньше было до 7 вечера. То, что дневная ферия,
Она такая красочная, яркая. То есть вы прогуливаетесь по центру города, видите разные шоу. Тут есть люди, которые просто сами поют, танцуют даже без музыки. Есть концерты на площади Конституции. И также недалеко, вот на Кая Лариос, то есть на улице Лариос, есть также концерты. Это самое главное, не только Севильяна, также еще и Свердиалис. И хочу рассказать, почему именно цвет фукси – это цвет ферри Малаги. Потому что самый главный напиток ферри – это картахаль. И он имеет такой цвет. Вино, кстати, очень вкусное. Это типичное вино именно провинции Малаги, москатель. Оно сладкое, но оно не такое сладкое, как если раскручен такой Бирхен Малаг, который я не очень люблю. Оно очень приятное, хоть и сладкое. А чем ночная ферия отличается? То, что она хоть и открыта весь день, там часов 10-12 дня, до самого следующего утра, то есть и всю ночь. То есть люди там могут все время находиться, но она считается именно ночной ферией в Кортихо де Торрес. Что там есть? Там строят огромное количество кассет. Кассет – это шатры. И в этом году их, возможно, и в прошлом году было столько же, не знаю, не анализировала. Их 121 штука. Представляете, 121 шатер. В каждом шатре своя музыка, свои украшения. То есть шатры кто организует? Шатры организуют различные кафе, ассоциации. То есть есть даже ассоциация по борьбе с раком, есть ассоциация железнодорожная, есть ассоциация велосипедистов. Есть улица, где там традиционные шатры, такие там, к примеру, где вы можете послушать именно только музыку фламенко, танцы фламенко, песни, где вы можете послушать вердиалис, где это типичный традиционный танец и музыка вообще именно провинции Малага, которую вы больше нигде не услышите. Точнее, даже это не просто Малага, а именно горных деревенек в Малаге, которые на самом деле я не совсем понимаю эту музыку. В этом году я только первый раз ее полноценно услышала, то, что были 2 года затишья, ничего на улицах не было, но так я и не поняла эту музыку, потому что она очень такая дребезжащая для меня, и когда люди поют, для меня это не песня, какой-то ор просто. Я думаю, чем они отличаются, потому что каждая команда, вот этих, кто поет именно вердиалис, называется панда. То есть как бы банда, если бы, да, перевести банда, неважно. И разницы я в них не заметила. У меня такое ощущение, что одна и та же музыка, одни и те же слова, один и тот же тон. И костюмы отличаются только лишь поясами. То есть бывают красные, белые, фиолетовые. На самом деле, мне кажется, люди больше любят именно ночную ферию, потому что вы сами знаете, что в августе в Испании, особенно в Андалусии, очень-очень жарко. И в этом году, в 2022, ферия в первые самые дни попала на просто нереально жаркие дни. Ферия проходит всегда с субботы по субботу, то есть 8 дней, достаточно долго. И в этом году в первый раз разделили. То есть ферия в этом году проходила с 13 по 20 августа, но решили разделить, что именно 12 августа в ночь с 12 на 13 сделали фейерверк и шоу дронов. Это шоу световое дронов было первый раз, такого раньше не было. И шоу фейерверков длилось целых 23 минуты. Я просто не ожидала. Это было невероятно, это было очень красиво. Было нереальное количество людей. Можно было, в принципе, задохнуться. То есть, реально очень-очень много людей. И жарко-жарко. И самый первый день ферии, 13 августа, было 41 градус в Малаге. Представляете, как это жарко? Это на самом деле невыносимо, поэтому мы смогли только в этот день выползти только в 7 вечера. И поэтому люди привыкли, то, что празднуют они после 9 вечера. То есть в любой день
они приходят чаще всего после 9, либо к 9, то есть они там же сразу ужинают по этих кассетах, то есть кассеты, шатры. В них что проходит? В них проходят различные концерты, в них вы можете, естественно, поесть, выпить. Есть кассеты обычные, как дискотеки, есть кассеты, в которых проходят традиционные танцы, то есть фламенко, бывают песни фламенко. В ночной части ферии, помимо кассет и аттракционов, еще проходят концерты в аудитории. Вот было расписание концертов, то есть каждый вечер. Там только последние 2 дня, в пятницу, в субботу были платные концерты, так все бесплатно. И обычно перед каждым концертом еще также полчаса выступали различные танцевальные коллективы и показывали народные танцы. Там было фламенко, малагени, может быть, еще какие-то. Еще хочу добавить то, что многие туристы думают, что фламенко – это только танец. Но фламенко – это 3 составляющие. Это песня, танец и музыка. И когда там говорят то, что вот, пойдем слушать фламенко, и приходят и разочаровываются, что только они услышали музыку и песни, и не было никакого танца. Но это на самом деле нормально, танцы, да, на самом деле не всегда. Но в этот раз на ферри я увидела огромное количество, и на моем втором канале Натали Эксплорер вы можете увидеть отдельное видео, где только конкурс фламенко. Там просто очень красиво танцуют, невероятные танцы. И если вам нравится эта музыка, эти танцы, заходите, смотрите, и я думаю, вам понравится. Там реально очень хороший уровень. А теперь посмотрим, как выглядит ферия ночью. Что тут интересного? И ночная – это, конечно же, самая активная фаза, когда не жарко, и все люди собираются здесь, в кассетах, гуляют по улицам. Здесь просто волшебная атмосфера, невероятно шумно, просто можно уши закрывать. Это я еще более-менее в тихом месте стою. И особенно, конечно же, молодежь собирается у кассет там, где с дискотеками, там громаднейшие очереди, охранники входа, просто так туда не попасть. Почему стоят охранники? Нет, вход бесплатный, но если много народу, то уже не пускают. Либо если люди слишком пьяные, то тоже таких не пускают. Чтобы избежать драк, там часто проезжает даже полиция, за всем этим следят. Но молодежь это любит, там прям другая атмосфера. То есть те, кто постарше, слушают фламенко, гитару, музыку, а молодежь вся тусуется на дискотеках. Я вам уже сказала, что вкус ферии – это напиток картахаль, сладкое вино, но еще у ферии есть, конечно же, свой танец. Вообще для многих ферий именно в Андалусии самый главный танец – это севильяна. Это более простой вариант фламенко, как бы я сказала, фольклорный, то есть который могут танцевать все люди. И он состоит всего лишь из 4 частей, которые можно выучить реально и танцевать. Но в Малаге есть также свой танец малагения. Как я общалась, мы тут гуляли по центру города, познакомились с 2 сестрами, которые танцуют очень классно, и они нам сказали, что малагения, именно малагийский танец, он сложнее намного севильяны. И также вот есть, как я вам уже сказала, танец вердиалис, который мне не нравится, но он совершенно другого стиля, хотя если почитать Википедию, то он говорит, что вердиалис, он в далеких своих корнях, он тоже имеет какие-то корни именно от фламенко, но все-таки вердиалис это не фламенко, это именно фольклорный танец Малаги, которого больше нигде нет. А теперь я вам хочу рассказать именно о платье фламенко, как его лучше всего выбирать, где купить и вообще на что нужно обратить внимание на национальные костюмы. Как вы заметили, мое платье, оно без рукавов. Это считается летний вариант, точнее даже не то, что летний вариант, а именно дневной. И если переводить с испанского, как нам сказала мама мужа, то что эти платья называются бата, и перевести как халат. Ну, то, что это простой вариант. А вечерние платья, то есть одевают с длинным рукавом, такими с рюшами, именно ночью. Но в них очень тяжело. Вообще, в принципе, любое платье фламенко, в них очень-очень жарко, потому что многие платья, они обтягивающие. У меня еще вариант хлопчатобумажный, и в нем достаточно комфортно, и он, если вы видите, он с вырезом. Многие платья, они обтягивают и до самого пола, то есть вообще там не продохнуть. Реально в них очень тяжело.
расскажу про нюансы, как вообще выбирать платье. Как я сказала, что если вы хотите себе купить красивое платье в Малаге и вообще в других городах, есть огромное количество магазинов платьев именно фламенко. И выбирайте, конечно же, по ткани. Лучше не синтетическое, иначе вы в нем запаритесь. Тут очень-очень жарко, потому что все фейри проходят в основном летом. Бывает в мае, бывает в сентябре, но все равно в Андалусии в это время жарко. Второй вариант, что выбираете, если вы хотите с длинным рукавом или с коротким, то есть это уже от вашего желания. Мне, конечно, было комфортнее с коротким рукавом, не так жарко. Также, что я заметила первый раз, мне еще рассказывала подруга, то, что севильянки у платьев имеют особые кармашки, то есть вот где у них заканчивается платье, там есть внизу кармашки. И я на фейре это реально увидела. В эти кармашки девушки прячут свои мобильные, кошельки или какие-то еще вещи. То есть они даже бывают без сумок, то есть только платье. И куда они прячут свои веера, это очень удобно вот так, и все. Также для вееров есть специальные подвески, то есть одеваются и на шею вешаются, тоже очень-очень удобно. Поэтому веер – это не украшение, это просто необходимость, потому что тут очень-очень-очень жарко. Реально. Без веера не обойтись. На самом деле, с чем я могу сравнить феерию, то что раньше, если вы не знаете, я тоже очень много лет танцевала, участвовала в разных фестивалях по сальсе и бачате, и там тоже мы уезжали с подругой на неделю, на несколько дней, и когда ты каждый день танцуешь, каждый день у тебя музыка, то есть без перерыва, то есть несколько часов ты спишь, но танцуешь, у тебя продолжаются эти дни, и феерия в Малаге это то же самое, то есть 8 дней без перерыва. Я не знаю, когда люди работают, многие берут отпуска в эти дни, потому что мы даже на своей улице мы хотели купить буквально мясо, то есть в карнисерии, в мясном магазине, и обе карнисерии в нашем районе были закрыты. Из-за ферии, и не только карнисерии, разные кафе закрываются, не все, конечно. Какие-то отдельные магазины, говорим, все, мы ушли на ферию, на неделю, на полторы, и все уходят, закрываются. Вообще, в принципе, в августе очень много отпусков у многих предприятий, и ферия, конечно же, это один из главных поводов. Люди, потому что хотят отдохнуть, они хотят наслаждаться жизнью. И реально, я даже не представляю, какое здоровье у испанцев, потому что они всю ночь гуляют, рано утром едут потом домой, кто-то успевает, если еще несколько дней работать, потом опять отдыхать. И еще то, что в ферию обычно все время попадают праздники. То есть, вот как я говорила, 19 августа – это главный день для Малаги, то есть когда ее освободили от арабов. И также еще есть в эту же неделю, 15 августа, это день одной святой. Уже не помню, как ее зовут, тут столько святых, все праздники связаны со святыми. И поэтому, то есть, получилось как-то в этом году очень удобно, то что 15 это понедельник, а 19 это пятница. То есть, получается, с субботы по понедельник 3 дня выходных, и с пятницы по воскресенье опять 3 дня выходных. То есть, если у кого-то нет отпуска в эти дни, то всего лишь они работают 3 дня на неделе. Мне кажется, это замечательно. А вы вообще были на ферии в Малаге или вообще в Андалусии? Расскажите свои впечатления, поделитесь, мне очень интересно. Может быть, вам вообще не нравятся такие праздники, такое скопление народа просто нереальное. Я вам рассказала о платьях на ферию, как их выбирать, и хотела сказать, где самые дешевые платья можно купить. Есть такой городок Эль-Росио, в котором проходит ферия, которая называется так Эль-Росио. Она начинается именно с Малаги, идет крестный ход с лошадьми, девушки в платьях красивых, прям до Эль-Росио, и это несколько дней происходит. Вообще, в целом, это на неделю занимает этот праздник, и этот городок, он очень небольшой, но там огромное количество невероятных платьев, и именно там мне подарила это платье моя свекровь. И там они реально дешевые. Просто я разговаривала с девочками, которые живут в Севиле и Гранаде, там платья очень-очень дорогие. Если в Малаге то еще можно купить, видела цены, может быть, от 20 евро начинаются, конечно, очень-очень простые, но уже можно купить. То в Севиле, в Гранаде, как мне говорили, там 300-400 евро, это где-то минимум. Поэтому, если кто-то хочет платье, то есть смотрите, в Севиле не покупайте, там очень-очень дорого.
Также хотела обратить внимание, что не только на платье, а то, что все девушки носят альпаргатос, как на испанском, или эспадрильи, как по-русски мы говорим. Эта обувь очень удобная, испанцы ее изобрели. Так в чем ее еще плюс? То, что в Малаге я такого не заметила. Кассеты не посыпают песком. Ну, допустим, в Севиле, в провинции Севилья, в любом городе, там все кассеты внизу посыпают песком, потому что все бьют, обливают, то есть пол липкий, чтобы он не был липкий, посыпают его песком. И то есть если вы оденете обычную обувь, вы ее испортите. Я хочу, чтобы вы прочувствовали эту ферию, поэтому сейчас посмотрите, я поставлю видео прогулки по кассетам, танцы, фламенко или севильяна. Также напишите свои комментарии, нравится ли вам это, танцевали ли вы когда-нибудь севильяну или фламенко, нравится ли за этим наблюдать. Одна часть ферии, которую я не люблю. И вот эта зона аттракционов, здесь всегда очень шумно, нереально гремит музыка. В этом году, кстати, еще не так шумно, как обычно. Я вот помню, было 3 года назад, там просто невозможно было стоять рядом. Даже издалека этот шум стоял в ушах. Сейчас больше крики именно детей. А раньше еще были именно шум самих аттракционов, то, что он оглушал нереально. И самый любимый день у детей – то, что после ферии, вот в этом году как раз 21 августа, то есть воскресенье, то есть в субботу ферия закончилась, и воскресенье называется как День ребенка, и все аттракционы 50% скидкой. Также какое еще нововведение в этом году, что среди кассет появилась кассета с продажей табака. Это на самом деле первый раз нововведение. Также мэр говорил, что очень улучшили шумоизоляцию. То есть теперь, когда ты находишься в какой-то конкретной кассете, не слышно так сильно музыку других кассет. В Малаге еще что хорошо, что все кассеты, они имеют хороший каркас, то есть они сделаны из кирпича, в отличие от других городов. То есть только сверху накрывает шатром. А, допустим, в других городах, как Севилья или Кордоба, там все шатры делают из ткани. Поэтому представляете, что шумоизоляции вообще никакой. То есть получается как бы занавесками, они перегораживаются, они стоят сплошняком. И в Севилье еще все кассеты, они очень-очень маленькие. То есть в Малаге нереально громадные. Там еле помещаются столы, не знаю, где там людям танцевать. Нам даже говорил наш друг из Севильи, то, что в Севилье на самом деле не так комфортно. Поэтому, если вы хотите увидеть именно традиционную ферию, более традиционную, чем в Малаге, где все при параде с лошадьми и в красивых костюмах, а не как тут у нас некоторые в шлепках и в шортах, то тогда приезжайте в Херес де ла Фронтера. Это также красивый город, и там проходит традиционная ферия, и все кассеты бесплатные. И в этом году хотел туда попасть, но у нас не получилось. Она как раз проходит ферия обычно после Севильской ферии, в начале мая. Ну, даже это может быть не то, что начало мая. Ферия в Севилье называется вообще апрельская, но ее дата всегда зависит от Семана Санта. То есть, как только Семана Санта заканчивается, через 2 недели начинается ферия в Севилье. И обычно потом через неделю ферия в Хересе. Ну, это смотрите по расписанию, может быть, немножко будет отличаться год от года. Друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. Я вам рассказала немного об атмосфере, настоящей атмосфере Испании, а именно даже Андалусии, с которой ассоциируется у всех туристов Испании, то есть фламенко, испанская гитара, танцы, это эти жгучие
красотки, красивые платья. Но это именно Андалусия. В другой части Испании вы этого не встретите. Как иногда говорят, что кто-то переезжает, живет там в Мадриде или еще в других городах, и говорят: о, я думал, что в Испании все танцуют фламенко, все знают фламенко, но это не так. Но если вы приедете в Андалусию и будете тут жить, вы это увидите. Тут реально, и это не забывается, молодежь танцует, поет, это не для туристов, у них в душе фламенко, особенно те, у кого в семье очень любят музыку, танцы. Очень многие поддерживают традицию, и я это постоянно встречаю, даже не на праздниках, в любой день. У нас, особенно летом, под окнами часто ночью поют фламенко, играют на гитаре, я это слышу, причем это молодежь, это не какие-то там взрослые, пожилые люди, нет, это реально так. И я считаю, что Андалусия – это, можно сказать, сердце Испании, ее душа, или, как говорят фламенко, дуэнде, то есть это такое особое состояние, которое вы можете почувствовать именно тут. То, что когда люди танцуют, когда они именно поглощены этим танцем, этими эмоциями, то, что это особое состояние, оно называется дуэнде, и именно оно связано с фламенко. Надеюсь, вам понравилось мое видео, надеюсь, вы немножко прикоснулись к фламенко, к ферии в Малаге, и ощутили эту атмосферу через экран компьютера, телефона, где вы смотрите. Пишите свои комментарии, мне будет очень интересно. До встречи в следующем видео. Адиос, пока! Вот смотрите, на следующий день после ферии кассета уже пустая. Видите, у нее вот есть основание стены, и вот там потолок подвесной. Потом и это уберут. Хотя некоторые кассеты даже еще остались работать. В плане как кафе, конечно же, без концертов. Даже нашли такие.